Эта квартира расположена в панельном доме, была в крайне плачевном состоянии, так как квартира делалась для студентки. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room, и добро пожаловать в мой реализованный проект в стиле 60-х. Меня зовут Соколова Галина, я архитектор, выпускница Московского архитектурного института и уже более 25 лет работаю в области частных интерьеров и общественных. Эта квартира расположена в панельном доме серии 2-18 1963 года. Перекрытия здесь монолитные, железобетонные, потолки очень низкие, 2,50 по высоте. До этого ремонта квартира была в крайне плачевном состоянии, ремонт здесь не делался с этих 60-х годов. И по желанию моей заказчицы было использовать каждый квадратный сантиметр, чтобы сделать его полезным в этой квартире. А также мы хотели обратно вдохнуть дух 60-х в это пространство. Как мне кажется, мы смогли максимально полезно использовать это пространство и сделать его таким удобным, о котором мечтает каждый студент. Итак, как я уже говорила, пожеланием моей заказчицы было использовать каждый квадратный сантиметр. И несмотря на то, что эта квартира изначально была достаточно функциональна, несмотря на маленькую площадь, все равно мы решили выжать из нее максимально необходимое. Мы решили отказаться от небольшого коридора, который соединял прихожую с кухней, и сделали здесь вот такую вот нишу, в которой мы смогли встроить холодильник, бутылочницу и необходимые еще полки закрытые. Проблемой было то, что окно расположено достаточно низко и находится очень близко к стене, и поэтому полноценного кухонного гарнитура разместить здесь было невозможно, но мы все равно довели до конца столешницу и разместили там открытое хранение. Там находятся банки со специями, сухофруктами, крупами, что достаточно удобно, когда готовят. Наша кухня сделана из ЛДСП с ламинированным покрытием. Тона мы предусмотрели нейтральные, светлые, и столешница ЛДСП имитация дерева. Наверху мы сделали подвесные шкафы, в которых тоже смогли разместить вытяжку, и наверху небольшое хранение. Также хранение для посуды, микроволновая печка, сушка, соответственно, секция для мусорного ведра, посудомоечная машина и выдвижные ящики для приборов, также для всякой мелочи кухонной. Нам показалось, что все равно хранения мало, и мы предусмотрели еще одну полку над обеденным столом, в которой тоже можно хранить то, что не используется каждый день, и также она является подсветкой обеденного стола. На стенах мы использовали моющуюся краску светло-серого оттенка. На окнах я повесила жалюзи деревянные с крупной ламелей, что, как мне кажется, очень органично смотрится в этом помещении. На полу широкоформатный керамогранит. Стулья решили не размещать, потому что площадь крайне маленькая, 5,8 квадратных метров, поэтому поставили табуретки, реплика легендарного Альвара Алта. В доме до нашего внутреннего ремонта проводился капремонт, поэтому были заменены батареи. Так как варочные панели газовые, мы от этого не отказывались, то в кухню мы предусмотрели дверь, что необходимо по нормам. Фартук выполнен из плитки, имитация тоже 60-х годов, собственно говоря, как и дом постройки.
Для удобства пользования бытовыми приборами предусмотрено 2 розетки. Подсветка рабочей зоны достаточно удобная, ею хорошо пользоваться. Наверху мы расположили полувстроенные точечные светильники, так как высота потолка не позволяла нам сделать полностью встроенные светильники. Над столом расположена зона хранения с подсветкой, что подсвечивает обеденный стол. Обеденный стол очень маленький, 80 на 80 сантиметров. Он, конечно, наверное, не подошел бы для большой семьи, но так как квартира делалась для студентки, то 1-2 человека легко помещаются за этим столом. У In My Room есть свой телеграм-канал, в котором выкладывают красивые интерьеры, скидки и акции от партнеров, а также анонсы новых видео. Зона стыковки ламината, который находится в жилой комнате, и керамогранита, который находится на кухне, сделан с помощью вот такого стыка под латунь. Моя заказчица увлекается творчеством Виктора Вазереля, основоположника стиля оп-арт. А я увлекаюсь стилистикой 60-х, 70-х. И это нам помогло создать именно этот интерьер, потому что мне хотелось вдохнуть обратно, вернуть дух 60-х в эту квартиру, а ей хотелось что-то иметь из творчества художников оп-арта. Поэтому на стенах мы разместили геометрического рисунка обои, что использовалось в 60-х. На стене висит постер в стилистике оп-арта. Над ним мы видим такие вот бра, которые являются и подсветкой, и декоративным освещением этого помещения. От люстры мы решили отказаться, потому что потолки очень низкие, и, конечно, невозможно здесь ничего разместить. Есть технический свет, который расположен в функциональных зонах в районе шкафа, в районе рабочего стола. Диван у нас тоже в стилистике 60-х, диван на ножках, он ярко-желтого цвета, всегда создает хорошее настроение у всех. Он раскладывается, и это полноценное спальное место для 1-2 человек. Так как квартира однокомнатная, то этот диван является как и диваном для гостей, так и полноценным спальным местом. Так, на противоположной стене находится большой телевизор, стена поклеена обоями белого цвета, это российский производитель. Двери мы намеренно сделали высокими. Дверное полотно 2,20 по высоте, что выше стандарта. Это сделано специально, потому что потолки очень низкие, и таким образом мы хотели компенсировать отсутствие вот этой высоты, и нету ощущения, что мы находимся в пространстве с низкими потолками. Отдельно гардеробную, конечно, в этой квартире разместить мы не смогли, но по вот этой стенке мы разместили очень функциональный большой шкаф российского производителя, в котором есть рейлинги для одежды, выдвижной ящик для белья, ну, какие-то антресольные полки. Тут рейлинг для длинной одежды и тоже большое количество полок. Все достаточно удобно и функционально. Изначально квартира должна была быть бюджетной, так как она делалась для студентки, поэтому хотели использовать мебель IKEA. Но, к сожалению, IKEA ушла с нашего рынка, но российские производители ничуть не хуже сделали нам прекрасный гардеробный шкаф. По центру комнаты расположен вот такой вот журнальный столик, тоже в стилистике 60-х. Это как раз IKEA, которая уже сейчас ушла с рынка, но мы все-таки использовали один предмет. Итак, жилая комната включает в себя много функций. Это и гостиная, и спальня, и гардеробная, и рабочий кабинет, и зона с комодом. Все это в 20 квадратных метрах. Комод представляет, он многофункционален.
Дело в том, что это используется как и туалетный столик, то есть моя заказчица может здесь краситься. Также здесь хранится косметика, какие-то необходимые для учебы вещи. Не случайно здесь стоит древнеримский антиной. Он не просто декорация, его еще используют для того, чтобы одеть на него шляпки. Сейчас одеты очки. Он тоже как-то очень вжился в эту квартиру. Материалы, которые использованы в этом комоде, это МДФ, ручки металл, ножки тоже металлические. На нем установлена настольная лампа, которая используется как и ночное вечернее освещение, так и она необходима, когда наносится макияж. Это рабочая зона в нашей комнате, она небольшая. Планируется в дальнейшем разместить вот здесь вот полноценный большой рабочий стол, но пока достаточно вот этого стола-стеллажа. На нем мы можем увидеть единственный предмет реальный 60-х, 70-х, это старая лампа, подарок от прадедушки. И стул, он тоже старинный, это такой талисман квартиры, настоящий тонет 20-х годов 20 века. Итак, окна пластиковые, они были заменены до нашего ремонта, еще когда проводился капремонт, как и батареи. Квартира светлая, света много, двор очень зеленый, поэтому тоже приятно смотреть из окна летом, особенно что происходит. Может быть, вы заметили, что на контрасте с вот этими светлыми стенами мы везде используем черные элементы в отделке. Это выключатели, ручки, точечные светильники и бра, а также изящный черный трубчатый карниз, на котором размещены шторы с имитацией льна. В квартире имеется балкон, он не утеплен. Хозяйка будет хранить на нем свой велосипед, возможно, разместит уличное кресло, но пока он не используется. Во всей квартире мы использовали плинтуса из дюрополимера под покраску. Это достаточно прочный материал, который более прочный, чем дерево, и бюджетный, что опять же устраивало нас в данной ситуации. В этой жилой комнате используется несколько сценариев освещения. Это технический свет в виде полувстроенных точечных светильников, которые расположены в зонах, где необходима большая подсветка. Также есть декоративный свет, это вот этих два бра, которые являются и подсветкой картины, и освещением зоны дивана, и вечерним освещением. А на комоде расположена настольная лампа, которую тоже включают вечером или когда нужно нанести макияж. Теперь я хочу показать прихожую. Прихожая очень маленькая, 2,8 квадратных метра. Полноценный шкаф глубокий расположить было невозможно, поэтому мы расположили узкий шкаф 40 сантиметров в глубину, где разместили вот такие крючки для того, чтобы все равно можно было повесить одежду. В шкаф мы спрятали сантехнический лючок, в котором открывается и закрывается вода. Вот с этой стороны мы не могли сделать 40 сантиметров, потому что здесь расположен короб с коммуникациями, связанными со всем домом. Поэтому тут небольшие полочки для хранения мелочей, там, документов, очков, средств для чистки обуви. Все это закрывается вот такими раздвижными дверями на рейлинге, которые зеркальные, выполняют функцию зеркала и опять же расширяют пространство. В прихожей мы использовали моющуюся краску, опять же светло-серого цвета. Внутри шкафа тоже моющаяся краска. На полу широкоформатный керамогранит 80 на 80 сантиметров. Во всей прихожей, а также внутри шкафа использована моющаяся краска. Для шкафа это особенно необходимо, потому что
куртки, какие-то другие вещи будут тереться об стену, и хорошо, когда ее можно будет помыть. Итак, электрический лючок у нас никуда не прячется, он открыт, открытый доступ. Это было пожелание хозяйки квартиры, чтобы электрический лючок был открыт. Тут ключница, что еще зона, где можно хранить какие-то мелочи. Входная дверь заменялась, она с хорошей, отличной звукоизоляцией. Здесь покрытие МДФ темно-серого цвета, которое тоже очень легко моется. В прихожей достаточно простое освещение, это 2 полувстроенных светильника. А здесь мы с вами видим 2 двери. И может показаться, что у нас раздельный санузел, но это не так. А что здесь, я вам расскажу попозже. Если вы ищете идеи для своих интерьеров, то подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. А если вы хотите стать участником следующего выпуска, то присылайте фотографии своей квартиры вот на эту почту. Санузел в этом типовом доме во всех квартирах очень маленький. Здесь раньше располагалась ванная, которая, конечно, нам была неудобна, и мы убрали ее, заменив на достаточно просторную и широкую душевую кабину. Итак, вот такая у нас интересная раковина. Она формы конуса, и это не индивидуальное изделие. Это можно купить в магазине массового производства. Это была мечта хозяйки этой квартиры, и она, конечно же, в своей квартире решила разместить такую раковину. Смесители встроенные в стену. Здесь расположена полочка с жидким мылом, зубной щеткой. Тут мы видим зеркало с подсветкой, но это не просто зеркало, конечно же, а полочка для хранения гигиенических принадлежностей. По отделочным материалам. На стенах расположен широкоформатный керамогранит, также мелкая плитка октагон темно-серого цвета, специально с контрастной белой затиркой. На полу тоже мелкоформатная плитка шестигранная с темной затиркой. Потолок мы намеренно сделали черного цвета, для того, чтобы было непонятно, какая высота у этого помещения. Тут у нас расположен еще один сантехнический лючок для отключения каждого прибора, а также там внутри расположен бойлер на случай отключения воды. В ванной предусмотрен электрический полотенцесушитель, под него предусмотрена розетка черного цвета, и сам он черного цвета, как, собственно говоря, вся стилистика этой квартиры. На потолке у нас расположена принудительная вентиляция. В санузле предусмотрены 2 сценария освещения. Это верхние встроенные светильники и подсветка зеркал, которую мы тут видим. Ну а теперь я расскажу о самом интересном помещении в этой квартире, о котором мечтает каждая хозяйка. Это небольшая постирочная, которая получилась у нас из-за того, что мы задействовали коридор, соединяющий прихожую с кухней. Это помещение 1 квадратный метр, но оно очень функционально. Здесь расположена стиральная машинка, тут расположен подвесной шкаф для хранения сантехнических средств, а также крючки, на которые можно что-то вешать. На стенах, опять же, широкоформатный керамогранит, а на полу мелкая плитка октагон, опять же, с контрастным швом. Мелкоформатная плитка, расположенная на полу, также переходит на заднюю стенку помещения. Потолок здесь тоже черный, для того, чтобы было непонятно, какая высота. Мы видим 2 встроенных точечных светильника, а также здесь находится принудительная вентиляция. В таких помещениях обязательно нужно использовать принудительную вентиляцию, для того, чтобы не было нехороших запахов. Спасибо In My Room, что побывали в моем реализованном проекте. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментарии к этому ролику, а я постараюсь на них ответить.